Раньше мы умирали от чумы. А теперь мы умираем от того, что не можем позволить себе стоматолога. И ходим почти все беззубые. Но зато мы высокотехнологичная цивилизация. Звучит красиво. Так что же это такое? Цивилизация? Цивилизация – это когда люди живут не в пещерах, а в бетонных коробках и платят за ипотеку, где-то 30 лет. Цивилизация – это когда вода течет из-под крана, но ты боишься ее пить. Цивилизация – это когда еда лежит в супермаркете, в широком доступе и с большим просто выбором, но ты не знаешь, из чего она, собственно говоря, сделана. Цивилизация – это когда у тебя есть паспорт, но нет родины. Есть страна, но она почему-то, как-то не очень нас всех любит. Цивилизация – это когда твоя бабушка не понимает, как работает интернет. Но интернет отлично понимает, где живет твоя бабушка, чем болеет и сколько у нее накоплений. Цивилизация – это когда рабство отменили, но ты все равно почему-то встаешь в 6 утра, потому что ты боишься своего начальника, и тебе срочно нужно на работу. Раньше люди бегали по саванне, ели корешки, боялись саблезубых тигров, а женщины собирали ягоды. Мужчины – мамонтов, но денег не было. Не было государства, и соседей тоже не было. Зато были мамонты. И главный вопрос эпохи звучал так. Где взять мясо? А потом появились египтяне, греки, римляне, появились пирамиды, философия, демократия и водопровод с канализацией вместе. А еще появились рабы. Раб – это человек, у которого нет денег, нет паспорта, нет прав, нет будущего. Зато есть хозяин. И хозяин говорит: ты будешь строить пирамиды. Бесплатно. Иначе лев. И рабы строили. Строили Рим, Колизей. Рабы строили цивилизацию, а потом рабы все устали. И Рим пал. И главный вопрос эпохи звучал так. Чей ты, собственно говоря, раб? Ты чей, чувак? Ой. А потом появились короли, цари, рыцари, замки и крепостные крестьяне. И крестьянин работал на феодала. Феодал воевал за короля, а король грабил соседа. И все были при деле. Ну а что, телевизора-то не было. Денег было все еще мало. Зато было много Бога. И церковь всем рассказывала сказки. Терпи, сынок, терпи. На том свете ты обязательно получишь компенсацию. И все терпели. Крестьянин терпел, рыцарь терпел, король тоже терпел, потому что у него подагра. И главный вопрос эпохи звучал так. Кому ты должен, собственно говоря, десятину, а кому оброк? А потом к нам, уважаемые, пришел прогресс. Появились заводы, паровозы, телеграф, биржи. Появились миллионеры и нищие. Миллионеры едят устриц, а нищие едят хлеб с водой. Миллионеры говорят: если ты бедный, это потому что ты плохо работаешь или потому что ты вообще просто ленивый. А нищие молчат, не отвечают, потому что у них просто нету на это сил. Потом появились профсоюзы, потом появились пенсии, а потом пришли выходные. И вдруг оказалось, что завод можно перенести в Азию, а всех рабочих уволить к чертовой матери.
Капитализм, детка, это когда у тебя шанс стать миллионером. Шанс для всех. Счастливая мечта идиота. Но статистически ты станешь клиентом микрозаймов. И главный вопрос эпохи звучит так. Сколько ты стоишь на рынке труда и кому бы продаться? И вот появился интернет. Появились нейросети, появился цифровой концлагерь с подпиской на Netflix и доставкой суши на дом. И теперь у тебя, якобы нет хозяина. Теперь у тебя есть алгоритм. И алгоритм точно знает, что ты ешь, где ты спишь, с кем ты изменяешь жене и на каком сайте ты смотрел порнуху в 3 часа ночи. И алгоритм дает тебе кредит. Алгоритм отключает тебе кредит. Алгоритм решает. Алгоритм решает все. Жить тебе или не жить. И он тебе при этом не говорит прямо. Он просто повышает ставку по ипотеке. Или блокирует тебе счет в банке. А потом к тебе приходят приставы. И главный вопрос эпохи звучит так. Куда мы, собственно говоря, идем, товарищи? Ой. А никто не знает. Раньше у человечества была карта. Мы знали сначала рабство, потом феодализм, потом капитализм, потом социализм, а потом светлое будущее, коммунизм. Как всем обещали. И мы все шли по этой карте, как по компасу. А потом компас сломался. И капитализм не умер. Он превратился в желе. Социализм не победил. Он превратился в Китай. А коммунизм всего никак до сих пор не наступит. И, скорее всего, не наступит никогда. Он превратился просто в мем. А мы стоим на перекрестке и чешем свой затылок. Налево цифровой феодализм. У тебя нет земли, нет своего дома, но зато есть аккаунт. У тебя нет оружия, но есть двухфакторная аутентификация. И ты не крепостной, нет, ты не раб. Ты просто пользователь. Направо зеленый социализм. Ветряки, электромобили, запрет пластика. И мы спасаем планету. Ценой, собственно говоря, кошелька. Даешь 10 евро за килограмм помидоров, лишь бы панда не умерла. Смотрим прямо, а прямо технофеодализм. Илон Маск запускает ракеты в космос, Билл Гейтс пьет воду из канализации, а Марк Цукерберг живет в метавселенной, где у него есть волосы. А ты сидишь такой в своем кресле, смотришь на свой смартфон и понимаешь, что твой телефон умнее тебя. Назад, ребята, никак нельзя. Потому что история – это дорога с односторонним движением. Мамонтов больше нет. А в новостях все время жара. Там война, преступность, там катаклизмы, там потопы. Нью-Йорк уйдет под воду, Венеция уйдет под воду. И твоя дача в Ленинградской области тоже уйдет под воду. Потому что всегда было, сыро. На планете вообще всегда сыро идут дожди. Но теперь официально. Прогноз погоды, понимаешь ли. И ученые нам говорят, у нас есть 10 лет.
Политики говорят, у нас есть выборы. А бизнесмены говорят, у нас есть акционеры. А ты такой сидишь, опять чешешь затылок и думаешь, а что есть, собственно говоря, у меня? А у меня есть рассрочка и подписка на Netflix. Мы горим, мы тонем, мы задыхаемся от смога, но мы продолжаем покупать айфоны. Потому что в новом айфоне камера лучшая. Это и есть прогресс. Настоящий прогресс, к которому мы все так долго шли. Не громкий, не красивый, без взрывов, без зомби.